Добрый день! Сегодня я получила свою очередную посылку от любимого Василька. Это магазин трикотажной одежды, одежды для дома, а также постельного белья. Ссылка на этот магазин будет в описании к этому видео. Ну а теперь давайте вместе с вами распакуем эту посылку. Надо сказать, я как ребенок обожаю получать посылки, и каждый раз ведь ждет сюрприз, совпадет ли ожидание с реальностью. Но вот с любимым Васильком никогда не было, чтобы посылка меня разочаровала. Всегда одежда на мне сидит идеально, и постельные принадлежности тоже всегда хорошего качества. Посмотрите, посылка небольшая, но я ее очень ждала. И сейчас мы с вами ее рассмотрим и оценим. Как видите, всего 5 наименований. Итак, первое, что мы с вами откроем, это мужские спортивные брюки 50 размера. Они черного цвета, их я заказала для мужа. Цена, как видите, 758 рублей. Давайте их посмотрим. Материал, из которого сшиты брюки, это футер. На ощупь вполне приятный. По составу, указанному в этикетке, там 70% и даже больше это хлопок, и остальное полиэстер. Как видите, брюки на резинке со шнурком, что очень удобно, всегда можно его утянуть. Сбоку карманы с отрезным бачком. И, обращаю ваше внимание, низ прямой, без всяких манжет. Муж у меня этого не любит. Любит вот прямые брючки. Ну и давайте посмотрим, как они выглядят на нем. Ну и посмотрите, как замечательно эти брюки сели на моем муже. По-моему, вот самое то. В меру свободные, не узкие, не широкие. То, что нужно. И еще обратите внимание, длина. Идеально. Муж у меня ростом 1,82 м. Ну а вот этот спортивный костюм для меня, его я ждала как никогда, потому что у нас похолодало, а это толстовка и брюки с начесом. Обратите внимание, толстовка стоит 1500 рублей, а брюки 1166. И толстовка, и брюки 54 размера. Это вот мой размер, ни больше, ни меньше. Итак, первое я открыла, это брюки. Цвет у этого костюма марсала называется. Может быть, я не так поставила ударение, я не знаю. Вот посмотрите, значит, материал это футер трехнитка с начесом. На ощупь очень плотный, прям вот плотный. В зиму можно в нем ходить и нисколечко не замерзнуть. Еще раз повторюсь, я очень ждала этот костюм, потому что у нас похолодало. И вот мне уже не терпится его одеть и носить. Да, не могу нащупаться. Начес просто идеальный. Опять обращаю внимание, пояс на резинке, сбоку карманы, а по низу манжеты. Я манжеты, в отличие от своего супруга, люблю. Ну а теперь давайте перейдем к толстовке. Толстовка такого же цвета, такого же размера. Вообще, если хотите, можете заказать по отдельности. Отдельно толстовку или брюки, что вам нужно. Также на сайте любимого Василька там эти костюмы представлены в различных расцветках, кому какие нравятся. Итак, обращаю ваше внимание, что толстовка с капюшоном. В капюшоне вдет шнурок. Плечо у толстовки спущено, и вообще она представляется как оверсайз, то есть она должна быть свободная. Сейчас мы увидим, конечно, как она сидит. Спереди обратите внимание, карманы, такие необычные, с прорезью. Обычно делают как кенгуру, а здесь вот такие вот. Ну и давайте, мне уже не терпится этот костюмчик примерить. Я думаю, должно быть все замечательно. Не обращайте внимания тут на мою мимику. Я пыталась говорить, но микрофон не работал.
Поэтому вот сейчас говорю в диктофон. Итак, костюм на мне сел просто восторг. Брюки, как я уже говорила, по фигуре, а толстовка оверсайз, то есть вот то, что я хотела. И длина, обратите внимание, вполне приличная длина. Рост у меня 1,67 м. То есть брюки прям даже хорошо пойдут на девушку более высокого роста. И толстовка, просто я в нее влюбилась. Она такая свободная и удобная. Под низ легко можно что-то пододеть. То есть там водолазку какую-то, маечку. И будет вполне свободно. А это я примерила костюм со своей любимой жилеткой, которую я осенью и весной ношу, постоянно просто из нее не вылезаю. И мне очень понравилось данное сочетание. Костюм, еще раз повторюсь, оказался очень теплым. Я вот пока вот фотографировала и мерила, вспотела, мне прям было жарко. Зато на улице в нем необыкновенно будет тепло. Я уверена в этом. Далее идет туника, для меня опять. Размер у нее 52-54, цена 812 рублей. Цвет у туники хаки. Давайте сейчас раскроем ее, посмотрим. Итак, смотрите. По составу это футер, также 70% хлопок, а остальное полиэстер. На ощупь также приятно, как вот и брючки, и костюм. Обратите внимание, по плечу лампасы, плечо также спущенное, и рукав, посмотрите, какой такой вот укороченный. Я люблю такие рукава, не люблю рукава вот прям до запястья. Тут вот такая прикольная нашивка и длина, она, посмотрите, по низу отрезная длина и зад, то есть спинка длиннее, чем перед. Такой вот типа пояса сделали или что-то, кокетки по низу. Мне интересно даже будет, как она будет смотреться. Уже не терпится ее примерить. Довольно-таки необычный фасон. И опять я осталась довольна. Посмотрите, я одела эту тунику с джинсами и вполне симпатично смотрится. Низ, он как бы в обтяжечку такой, в облипочку, а верх свободные туники. Видите, там вот сверху, как говорится, можно спокойно кушать, никакой животик ниоткуда торчать не будет. А по низу вот этот пояс прям вот к попке прилегает. Но мне понравилось очень вполне. Можно с лосинами, с джинсами, вот как я одела. И рукав, посмотрите, рукав просто моя любовь. Укороченные рукава я, как уже говорила, люблю. Ну а эту вещь очень ждала моя дочь. Это постельное белье детское, полутораспальное, из поплина. Цена 1903 рубля. Это моя дочка лично выбирала, одобряла и очень ждала. Итак, постельное белье из поплина, размер наволочки 50 на 70. Это указываете прямо в заказе. Можете выбрать наволочку 70 на 70, 50 на 50, это ваше дело. Также можете указать, хотите вы наволочку с молнией или без молнии. Вообще любые ваши пожелания указываете, и Василек их исполняет только в путь. Поэтому, ну посмотрите, какая красота. Давайте быстрее ее распакуем. Вообще хочу сказать, у Василька огромный выбор постельного белья и постельных принадлежностей. То есть там можно по отдельности купить простыни, наволочки, комплектами. Также там есть подушки, одеяло, плед, что угодно. Глаза просто разбегаются. Итак, как видите, наволочки и простынь в одном цвете, а пододеяльник в другом. Мне такое сочетание очень нравится. Вот они, две наволочки, 50 на 70. С такими розовыми домиками. Такой же расцветки простынь. А пододеяльник уже в другом цвете. Видите, на нем изображены такие забавные кошечки. Моей дочке они очень понравились. Она мне вообще любит все, что с котятами связано. И при этом обратите внимание, внутренняя сторона пододеяльника такого же цвета, что и простынь с наволочками. А вот с котятами только, как бы сказать, внешняя сторона пододеяльника. Причем котятки все разные. Ну и, конечно, про ткань хочу еще раз сказать.
ткань на ощупь, вот этот поплин, идеальный. Это 100% хлопок и прям приятный такой материал. Ну и давайте посмотрим, как этот комплект будет смотреться в кроватке моей дочки. Надо сказать, мы недавно переехали в новую квартиру и потихонечку обустраиваемся. Как видите, у дочки еще нету ни тюля, ни шторок, еще до них руки не дошли. Зато у нее есть полный творческий беспорядок. Вот эту грушу она просто обожает, это тоже из нового. А так мы ей успели купить только вот эту вот замечательную кровать, тоже она лично выбирала, и вот это вот ковер на пол. Также ни одна вещь в ее комнату не покупается без ее согласия. Ну и обращаю ваше внимание, как замечательно смотрится вот этот комплект постельного белья. Я думаю, дочка придет из школы и будет в восторге. Подошел идеально простынь, пододеяльник на ее вот одеяло, наволочка. Я думаю, верх. Следующий комплект обязательно закажу нам с мужем. И вот, кстати, по поводу занавесок. Я даже не знаю, нужны ли они, потому что дочка у меня обожает сидеть на этом подоконнике. Она туда и своих игрушек пристраивает, и сама залазит, читает там, сидит. Поэтому, может быть, просто положить туда какие-нибудь подушки помягче. Тоже нужно будет прикупить какой-нибудь ей отдельный стеллаж под игрушки. И придумать, куда пристроить вот эти лыжи. И еще хочется сказать вот про этот ковер. Обычно по дому я хожу вот в таких вот теплых тапочках. Вот камера ушла. Но на этот ковер даже не хочу в них заходить. Только босиком, настолько он приятный. Прям вот разуваюсь я по нему и хожу голыми ножками. Дочка у меня делает так же. И я подумаю, этот ковер, такой же, купить в большую комнату. Просто не знаю, насколько легко его будет чистить. Подскажите, у кого есть такой. Ну а на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и не забудьте подписаться на мой канал.